Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду говорить про психологию, а точнее про людей, которые часто обращаются к психологам. Здесь я буду говорить про YouTube-каналы, то, что я заметила, мои личные наблюдения. Видео будет не очень длинно по сравнению с моими предыдущими видео, но здесь будет определенный в этом видео месседж мой. Насколько я знаю, что в принципе психологом и я могу стать, 3 месяца нужно для того, чтобы получить диплом и стать квалифицированным психологом и уже принимать людей на прием к себе. Но здесь нужно, конечно, очень задуматься. Я знаю много случаев, когда люди могут долго ходить к психологу, и результата нету никакого. В общем, и также, кстати, я знаю человека, вот что называется, просто психолога от Бога. Он посвятил всю жизнь свою на изучение психологии и сказал мне, что все равно не до конца можно изучить, как устроено все там, не то, что это прям такая тонкая материя, да, но настолько все там сложно, вот этот механизм устроен, и тоже есть определенный индивидуальный у каждого психика, как устроена, поэтому сложно вообще, что касается психики, сложно все. Ну вот, что я заметила? Во-первых, я хочу сказать, что, насколько я знаю, что мы сейчас живем в период Кали-юги, это период такой, когда очень сложно построить взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и люди вместо того, чтобы решать какие-то проблемы в союзе, они просто берут и расстаются. То есть это вот некий такой, как у нас сейчас, если считать, такая карма есть. Если есть карма, значит, нужно это прорабатывать. И, наверное, я так думаю, поэтому и появляется такое большое количество психологов, которые спешат, как Чип и Дейл, на помощь нам разрешить наши семейные проблемы. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, поэтому я ни в коем случае не умаляю положительные качества, да, всего этого, обращение к психологу, какие-то советы. Но что я заметила? Я смотрела недавно видео, лекции, когда очень много мужчин в том числе задают вопросы: а что мне делать с моей женщиной? А что мне делать с девушкой? Или там, знаете, есть еще вот видео, когда там разные там 5 советов, чтобы он в тебя влюбился, или там делай так, и он никогда в жизни не уйдет от тебя. То есть какие-то некие, знаете, манипуляции нужно производить. Нужно слушать эти видео, да, естественно, потом там нужно переходить по ссылочке, чтобы попасть на марафон, где записано уже 1 000 000 женщин, нужно успеть, естественно. Вот. И я просто задумалась, думаю, то есть одно дело, когда ты просто спрашиваешь совет, это неплохо, это хорошо. Но другой вопрос в том, когда ты часто спрашиваешь, то есть некая ответственность твоя, она уже перекладывается на плечи другого человека, некого психолога, когда ты уже обращаешься к нему на постоянной основе, и ты уже сам не думаешь, что тебе делать. Вот, на мой личный взгляд, мужчина все-таки должен быть с внутренним стержнем, твердым, он должен вести свою семью вперед, он должен четко знать, что делать. А когда этого нету, то и семья рушится как раз-таки. Мне кажется, что здесь нужно укреплять свое «я», внутренний стержень, работать над собой и еще и полагаться на чувства. Все-таки чувства тоже важны. Они действуют по какой-то инструкции. Я вот читала какой-то комментарий, я часто читаю комментарии, иногда бывают очень смешные, я прям просто вот поражаюсь чувством юмора у людей, сама получаю удовольствие от этого, от комментариев иногда бывают просто вот волшебные какие-то. И там написала женщина, она написала: вы знаете, я с мужем уже 30 лет, у нас как-то все вот естественно произошло, все само собой, а тут, оказывается, столько манипуляций надо делать, что даже вот как-то страшно становится, что люди уже не думают сами и не делают, как чувствуют. И вот я тоже подумала, что много людей действительно как-то уже вот как... как-то не отталкиваются от своего «я», от своих чувств,
Даже если какие-то, ну, будут совершаться ошибки, это же ваши ошибки будут, это же не какие-то чужие другие ошибки будут. Невозможно не совершать ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но когда часто очень, вот я просто вот действительно заметила, да, особенно там, ну, женщины еще ладно, но вот мужчины, когда часто спрашивают, то это уже, а как вы будете принимать какие-то серьезные решения в жизни, что касается семьи, к примеру, даже, да, если вы какие-то элементарные вопросы, что вам делать со своей женой, не можете решить. Раньше же не было психологов, раньше вообще это за профессию что-то серьезное не считалось, и за это даже деньги не брали, потому что психология достаточно молодая профессия, и она, в принципе, только недавно стала прям профессией вот, ну, у нас в России. Вот, поэтому раньше как-то сами, без всяких психологов, без всяких манипуляций создавали семьи, и очень много крепких семей, которые получше сейчас уже другого поколения жили и живут в союзах и по 30, и по 40 лет, и отмечают серебряные и даже золотые свадьбы. Вот. Поэтому просто мой месседж заключается лишь в том, что обращаться к психологу — это неплохо. И я, кстати говоря, заметила, что, послушав молодежь, что молодежи сейчас много обращается к психологам. Вот это меня очень удивило, когда я задавала вопросы, а почему? Они говорили, что, ну, там часто связано там с работой, кто-то там не понимает, они не понимают, там, ну, коллега не понимает его, и вот он так вот решает этот вопрос с психологом. То есть это уже, в принципе, в открытую, то есть, ну, никто не стесняется. Раньше, конечно, стеснялись, раньше думали, если как-то, если ты идешь к психологу, значит, ты сумасшедший. Сейчас уже все-таки это принимает другие обороты, и это значит, что ты как бы работаешь над собой. Вот, это тоже очень неплохо. Но мне кажется, здесь нужна какая-то некая грань, чтобы не перекладывать ответственность и не следовать вот только по инструкции, по этим всем вот эти манипуляции проводить или делать только так. Ведь психологи — это тоже люди, которые также совершают в жизни ошибки, и они тоже могут в том числе ошибаться. И нужно четко понимать просто, что именно вам нужно. Есть миллион людей на Земле, и каждое отношение, они даже начинаются, у каждого по-разному. Поэтому как можно какие-то одни способы принимать на все пары, которые создаются? Это невозможно. У всех все индивидуально. Слушайте себя, работайте над собой лучше, укрепляйте себя, свое «я», и тогда, мне кажется, что проблем будет гораздо меньше. Всем желаю гармонии внутренней. И пишите комментарии ваши, что думаете по этому поводу, обращайтесь ли вы к психологам, кого слушаете, и увидимся в следующем видео. До встречи, пока!